Каждый человек хочет любить и быть любимым. Это желание у нас с малых лет на протяжении всей нашей жизни, и, конечно, нам хотелось бы понять, что такое любовь и как с ней прожить всю жизнь. А для этого попробуем разобраться в этом видео и рассмотреть проявление любви в нашей жизни, и как мы можем с любовью, так сказать, быть в одних вибрациях. Мы должны прежде всего понимать, что любовь – это энергия Бога. А Бог есть любовь, то есть, познавая любовь как энергию, мы можем познать и Бога. Любовь – энергия, которая окружает нас повсюду. Все, что мы видим, во всем присутствует любовь. И где больше творений божественных, там больше и любви, например, в лесу больше, чем в пустыне. Любовь проявляется в нас как чувство или гамма чувств, которые дарят нам счастье, умиротворение, силу и радость. Как к нам приходит любовь? Мы начинаем чувствовать, что присутствие какого-то человека пробуждает в нас желания, эмоции, энергетический подъем, чувство радости и счастья. Почему это происходит? Попробуем разобраться с точки зрения нейрофизиологии и психологии. Так вот, когда встречаются два человека, потенциальные партнеры, он и она оценивают друг друга как объект возможной любви, исходя из сложившихся собственных представлений и общих стереотипов. Когда образ человека вписывается в эти представления и стереотипы, мозг человека дает сигнал с помощью нейромедиаторов вырабатывать гормоны, которые будут помогать организму человека чувствовать ярче, радостнее, счастливее, энергичнее или, как при родах, не чувствовать боли. Основными гормонами счастья, любви являются дофамин, окситоцин и серотонин. Рассмотрим, как они действуют на наш организм и наши чувства, чтобы лучше понимать природу наших чувств и их взаимосвязь с нашими мыслями, нашими представлениями о любви. Итак, дофамин – этот гормон вырабатывается при исполнении наших желаний. Дофамин в большей степени, чем другие гормоны, связан с чувством удовольствия и мотивации в поиске этих удовольствий. Очень часто человек, не сознавая, попадает в зависимость от различных удовольствий благодаря выработке этого гормона. Этот гормон можно назвать гормоном влюбленности. Он, как правило, вырабатывается в человеке, мужчине или женщине, в начале их отношений. И если отношения строятся на желаниях «хочу этого, а этого не хочу», то выработка этого гормона постепенно снижается, и влюбленность проходит. Серотонин считается гормоном тщеславия, удовольствия и юмора. Он дает человеку чувство бодрости, регулирует настроение, сон, аппетит, способность к обучению и улучшает память. Серотонин стимулируется статусным аспектом любви, гордостью общения с человеком определенного статуса. Эндорфин – гормон смеха, спорта, творчества, медитации, музыки. Эндорфин, известный как гормон удовольствия, играет важную роль в укреплении эмоциональной связи между мужчиной и женщиной, создавая чувство радости, спокойствия и взаимной гармонии. Он способствует усилению привязанности через совместные положительные переживания, такие как смех, спорт, творчество или общие хобби. Окситоцин, гормон счастья, способствует укреплению эмпатии, сопереживанию и связей во взаимоотношениях. Этот гормон вырабатывается головным мозгом человека, когда человек проявляет заботу о близких, дает чувство спокойствия, стабильности и гармонии. Окситоцин можно считать самым лучшим гормоном любви, потому как именно в заботе о близких и любимых материализуется энергия любви. Именно бескорыстная забота о любимом человеке по праву может называться любовью. Так, в книге «Сотворение» описано, когда Бог в себе еще творил, и неизвестность сотворения сущностей пугала, и на расстоянии их отдаляла. И вакуум, образовавшийся вокруг Творца, был заполнен энергией любви. Она обогрела все энергии Отца своей энергией. Ведь это и есть проявление заботы о любимом любовью. Надо отметить, что на наши чувства влияют и другие гормоны. Это гормоны страха и стресса, адреналин и кортизол. Когда человек попадает в стрессовую ситуацию, всегда выделяются гормоны стресса, адреналин и кортизол, оказывающие на человека особое действие. Благодаря им возможности человека многократно увеличиваются, что позволяет быстрее справиться со стрессом, принять нужное решение или достичь поставленной цели. Кортизол, или гормон стресса, вырабатывается в моменты угрозы, когда человек испытывает стресс. Адреналин возникает при состоянии возбуждения, предвкушения и в ожидании чего-то нового и интересного. Поскольку кортизол встроен в гормональную систему коррекции, его хронический избыток,
который, как ни парадоксально, в конечном итоге может приводить к его же недостатку, начинает проявляться негативно и дисбалансировать все системы организма. Симптомокомплекс может быть самым разным, начиная от бессонницы и заканчивая отеками. У каждого это проявляется по-своему. Однако абсолютно у всех начинает стремительно снижаться качество жизни и возникать сопутствующие заболевания. Как следствие, это негативно влияет на здоровье, внешность и общее самочувствие. Например, кортизол повышается во время родов у женщин и помогает справиться с родами. Но если женщина после родов продолжает испытывать страх, то кортизол, который попадает в молоко матери, делает ее ребенка беспокойным, и ребенок плохо спит. Таким образом, наряду с гормонами счастья на наше состояние и наши чувства огромное влияние имеют и гормоны стресса. И здесь нам нужно рассмотреть, откуда к нам приходят страхи и стрессы. В большинстве случаев наше мировосприятие формируется в детстве. В детстве формируется тип привязанности. Различают надежный тип – это когда ребенок уверен, что мама вернется, и ненадежный тип – это когда ребенок не уверен, что мама вернется. На формирование типа привязанности влияет и общая атмосфера в семье. В результате во взрослом возрасте у человека страх потерять любимого человека вызывает выработку гормона кортизола, что часто негативно сказывается на взаимоотношениях с любимым человеком. Этот гормон не только вызывает тревожность и нервозность, но сам страх блокирует обмен энергиями между влюбленными. Потому мы в основном и воспринимаем любовь через те чувства, которые вызываются действием гормонов. И наоборот, наши чувства стимулируют выработку гормонов. Все во Вселенной взаимосвязано, в ней нет односторонних процессов. Обмен энергиями инь и ян – это необходимый процесс для влюбленных. Так мужчина передает женщине энергии инстинктов, женщина дарит мужчине эмоции. Мужчина дает женщине энергию уверенности и воли, а женщина открывает мужчине сердечные энергии, милосердия, нежности, любви и ласки. Именно эти энергии необходимо раскрыть каждому человеку. Раскрытие этих энергий можно считать состоянием любви. Когда они пробуждаются в нас, мы чувствуем тепло в груди и в сердце, которое хочется дарить любимым. Раскрытие этих энергий дает нам силу для достижения высоких целей, духовного роста и роста сознания. На этих энергиях и вибрациях мы можем чувствовать Бога. Как же нам построить отношения с любимыми, чтобы любовь всегда была с нами? Какими мы должны быть и какими должны быть любимые? Есть теория Роберта Стернберга. Он говорит, что модель любви должна включать 3 составляющие – страсть, дружбу и обязательства. Когда между мужчиной и женщиной в их отношениях есть эти элементы, их любовь можно считать полной. Причем эти составляющие должны быть у обоих. К такой любви можно прийти как через страсть, где страсть – это не обязательно секс, это может быть какое-то увлечение двоих, так и через дружбу, так и через обязательства, которые могут быть совместными. Таким образом, чтобы любить и быть любимым, нам нужно правильно понимать природу любви, стремиться открыть эту энергию в себе, расставить приоритеты в жизни, перестать бояться любить, ведь страх блокирует наши энергии, стремиться к своим целям, брать на себя заботу и обязанности. Любить – это дарить свою любовь. Любите и дарите свою любовь. Это энергия, которая будет прибавляться в вас тем больше, чем больше вы будете ее дарить. И в какой-то момент вы почувствуете, что любите жизнь, любите всех и все, что вас окружает. Когда люди откроют свои сердца и начнут дарить свою любовь, вся земля в один момент снова превратится в рай. Ведь рай – это сад, который Бог сотворил на земле в заботе и любви для человека, Сына Своего. Бог есть любовь, любите и познаете Бога. А какие у вас мысли и переживания в отношении любви? Будем рады узнать ваше мнение в комментариях. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, нажать на колокольчик и выбрать «Все», ставьте нравится, лайки, большой палец вверх, пишите комментарии, поделитесь видео с друзьями, пусть видео о хорошем и полезном смотрит больше людей.